Огромный черный медведь покинул территорию национального парка, расположенного в штате Флорида. Следуя за своим медвежьим чутьем, он оказался в жилом районе, где и решил достать себе еды. Он зашел на участок одного из местных жителей, но прогнать медведя не представлялось возможным, потому что он весил больше 1,5 центнеров и был голоден, а значит зол. Хозяин дома позвонил в полицию с просьбой сопроводить косолапого до леса. Сам гость уходить, похоже, не собирался, так как еще не обследовал все закутки. Прибывшие на вызов сотрудники полиции, согласно инструкции, воспользовались транквилизатором, чтобы усыпить гигантского гостя, а затем сонного доставить в заповедник. Но медведь испугался такого обращения и пустился наутек. Снотворное начало действовать на организм зверя. С затуманенным разумом он побежал прямо в океан. Медведи умеют плавать, поэтому косолапому удалось отплыть довольно далеко от берега. Но введенный транквилизатор действовал, и у животного стали отказывать лапы прямо в воде. Чем дальше зверь плыл, тем медленнее становились его движения. В один момент он стал уходить под воду. Тогда, неожиданно для очевидцев, в воду бросился Адам Уорвик, биолог, трудящийся в агентстве по защите дикой природы. Люди были шокированы происходящим, потому что человек в одиночку бросился в лапы голодного дикого медведя. Сам Адам позже объяснил свой поступок выбросом адреналина. В критический, в данном случае, для медведя момент, он не понимал, что перед ним хищный зверь. Когда мужчина подплыл к 180-килограммовому медведю, тот был на грани. Тогда Адам схватил его за шею и, держа морду над водой, поплыл. Зрелище было не для слабонервных. В обычных условиях животное могло разорвать спасителя на клочки. Но эти несколько минут зверь и человек провели в обнимку и, наконец, добрались до берега. Транквилизатор еще действовал, косолапый был слаб. Тогда его поместили в пикап с помощью эвакуатора и отвезли в родные Пенаты, национальный парк Флориды. Больше Мишка из леса не выходил, да и купаться ему захотелось, скорее всего, еще не скоро. Подвиг мужчины показывает, что неравнодушные и сильные духом люди могут совершить невероятное, в том числе спасти животное, которое способно навредить и даже убить. Но желание помогать ближним часто оказывается сильнее страха. Это доказал всему миру Адам. А вы бы пошли на такой поступок, осознавая, что перед вами голодный хищник, весом под 200 килограмм? Напишите в комментариях. Если вам понравилась история о чудесном спасении, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.